Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Под каждым видео, где я использую акриловые контуры, мне задают одни и те же вопросы. Что это за краски и где их купить? Акриловые контуры – это краски, сохраняющие объем после высыхания. Чаще всего контуры используют для точечной росписи. И продаются они в любом художественном магазине. Но стоят контуры недешево, да и вариантов цветов чаще всего в ассортименте магазина представлено немного. Поэтому сегодня я предлагаю сделать акриловые контуры самостоятельно. Уверена, такая замена не только поможет вам сэкономить деньги, но и поможет получить тот или иной цвет и оттенок, который вам нужен. Ну что, приступим к работе? Прежде чем мы займемся контурами, нужно подготовить корнетики, в которых мы будем хранить наши будущие контуры. Корнетики можно сделать из упаковочной прозрачной пленки для цветов или из файла. Пленки у меня не нашлось, поэтому я воспользовалась вторым вариантом. Загибаем край файла наискосок, чтобы получился треугольник, а при развороте, соответственно, квадрат. И обрезаем все лишнее. И сами треугольники также разрезаем по месту сгиба. В итоге из одного файла получится 4 треугольника. Разворачиваем треугольник длинной стороной от себя и скручиваем его в конус. Следите, чтобы носик корнетика получился острый и без отверстия. Край закрепляем скотчем, и корнетик готов. Делаем их такое количество, сколько планируете сделать контуров. Все, теперь можно переходить к самому интересному. Для первого варианта контуров нам понадобится монтажный клей, жидкие гвозди. И обязательно берите именно бесцветный, чтобы цвета контуров получились яркие и насыщенные. Также нам понадобится акриловый лак. Можно брать как матовый, так и глянцевый. Лак можно использовать как строительный, так и художественный. Разницы никакой нет. Поэтому советую использовать строительный, просто потому что он дешевле. Еще нам понадобится любой жирный крем для рук. Чем он жирнее, тем лучше. Мой, кстати, оказался не очень жирным. И ненужная емкость, а лучше даже несколько, в которых мы будем готовить сами контуры. Итак, берем жидкие гвозди и выдавливаем небольшую колбаску в емкость. Сюда же добавляем лак. И все как следует перемешиваем. Точных пропорций я вам не скажу, так как и лак бывает разный по густоте, да и жидкие гвозди у разных производителей разные. Но наша задача получить в итоге однородную субстанцию по консистенции, напоминающую густую сметану. Если смесь получается жидковатой, добавляем жидкие гвозди. Если наоборот густой, добавляем лак. И как следует вымешиваем, чтобы убрать все комочки. Этот процесс займет примерно минут 10. Теперь добавляем в смесь немного крема и опять как следует вымешиваем. Крем мы добавляем для того, чтобы убрать пузырики воздуха. И чем жирнее крем, тем лучше он справляется с этой задачей. Основа для контуров готова, и теперь нам понадобятся красители. Это могут быть пигменты, пищевые красители, любые краски или колеры. Я отдаю предпочтение акриловым краскам, но можно использовать все, что я перечислила. Выбираем желаемый цвет, и так как основа после высыхания станет прозрачной, то тот цвет, который вы выберете, и будет итоговым цветом контура. Выкладываем часть подготовленной основы в отдельную емкость, добавляем краситель и как следует перемешиваем. Учтите, что после добавления краски масса станет более жидкой, поэтому изначально делайте основу чуть гуще желаемой консистенции контура.
После того, как масса будет хорошо перемешана, перекладываем ее в корнетик. Загибаем край и фиксируем его скотчем. Очень важно закрыть и заклеить верхнюю часть корнетика так, чтобы при нажиме контур не начал подтекать. А еще я вам советую укрепить носик корнетика. Так будет намного удобнее ставить точки и рисовать линии. Берем квадратик скотча и проклеиваем им носик. А еще лучше укрепить носик не одним квадратиком, а 2 или 3 штучками. Делаем таким же образом остальные цвета контуров. Чтобы сделать акриловый контур, например, золотого цвета, можно использовать в качестве красителя золотой порошок или втирку для дизайна ногтей. Также можно попробовать использовать мелкий глиттер, и вы получите контуры с блестками. А теперь давайте попробуем контуры в работе. Сначала срезаем самый кончик корнетика. Только делайте это очень аккуратно, так как от величины отверстия будет зависеть толщина линии контура. Поэтому лучше сделать отверстие минимальным, а при необходимости его всегда можно будет расширить. На мой взгляд, контуры получаются ничуть не хуже магазинных. Рисовать ими удобно, точки получаются ровные и округлые. По густоте контуры можно варьировать. Можно делать их чуть жиже для заливки или чуть гуще для прорисовки, например, витражного контура. По завершению работы выдавливаем маленькую капельку из носика, тем самым как бы закрыв контур. Когда вам снова понадобится контур, убираем засохшую капельку и при необходимости прочищаем носик иглой. Хранятся контуры долго, поэтому их можно делать заранее. Единственный недостаток этих контуров – то, что при заполнении больших фрагментов они немного пузырятся. Но, во-первых, изначально контуры и не рассчитаны на заливку больших фрагментов, это не витражные краски. А во-вторых, их можно сделать жиже или взять крем пожирнее. Точки и линии получаются очень хорошие, и именно для этих целей контуры и нужны. Высыхают такие контуры так же, как и покупные, примерно за полчаса-час. Но для полной просушки лучше оставить роспись на день или на ночь.
А теперь я покажу вам второй способ изготовления контуров. На этот раз нам понадобится любой прозрачный объемный гель. Я делала с гелем от Aquacolor и от Tair. Tair мне понравился меньше, так как он хуже растворяется. Берем небольшое количество геля. Сначала я покажу вам в работе гель от Aquacolor. И перекладываем его в емкость, в которой будем замешивать контур. В этот раз я буду делать на файле, так как емкости у меня все закончились. Я опять добавляю акриловую краску. И все как следует перемешиваем до однородного цвета и консистенции. И к гелю добавляем акриловый лак. Пропорции примерно 1 к 1. И как следует перемешиваем. Акриловый лак, как и в прошлом варианте, можно использовать любой, но экономнее брать строительный. После того, как у вас получится однородная смесь без комочков, контур готов. Перекладываем его в корнетик и заклеиваем края и носик скотчем. В этом варианте крем не требуется, так как в этой смеси пузырьки воздуха почти не появляются. В принципе, это и есть основное отличие этих контуров от предыдущих. Ну и то, что эти контуры получаются по себестоимости подороже, но они все равно выгоднее покупных. Теперь сделаю контур на основе таировского геля. Делаю все то же самое. Беру небольшое количество геля, перекладываю его на файл, добавляю краску и как следует перемешиваю. Добавляю лак и снова как следует перемешиваю. И после того, как я добавила краску, стало заметно, что гель не полностью растворился в лаке, а остались комочки. По возможности все комочки разбиваю, растираю и перекладываю контур в корнетик. Смотрим, что получилось в результате. Контуры очень похожи на предыдущие, только, как я уже и сказала, при заливке секторов они почти не пузырятся. И я бы сказала, что они менее тягучие. То есть контуры по первому варианту при прорисовке линий как бы немного тянутся при выдавливании из корнетика, а вторые без надавливания сразу обрываются. Возможно, цвета у этих контуров чуть ярче, чем у первых. И я думаю, это связано с тем, что жидкие гвозди все-таки при высыхании менее прозрачные, чем 3D гель. Но это отличие почти незаметно. Также эти контуры чуть более глянцевые, чем первые, но опять-таки отличие еле заметное. Точки и линии и те, и другие контуры рисуют одинаково хорошо. А в завершении давайте я вам покажу те же самые узоры, только сделанные покупными контурами. У покупных контуров цвет чуть насыщеннее. Особенно это заметно у черного и золотого контура. Но вот округлость точек мне больше нравится у самодельных контуров. После высыхания все контуры, и покупные и самодельные, сохраняют некоторую эластичность. В общем, скажу честно,
Не зная, где какими контурами нарисованы узоры, я бы со стопроцентной уверенностью не отличила бы покупные от самодельных. Ну что, друзья, надеюсь, сегодняшний мастер-класс вам понравился и оказался полезным. И если это так, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем весеннего настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.